И снова здравствуй, мой дорогой зритель! В очередной раз в CS2 выходит обновление, которое, к слову, весит немало, аж целых 1,8 гигабайта. Как обычно, пройдемся по нему и затронем скрытые файлы и немножечко прошлое обновление. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Не знаешь, где выгодно и быстро пополнить кошелек Steam, то хочу вас познакомить с таким сервисом, как Купи-код. Мало того, что на нем самая низкая комиссия на рынке, так еще и при пополнении высоких сумм она только уменьшается. А использовав мой промокод, можно скостить еще и 2%. В целом ничего сложного нет. Вводите свой логин Steam и сумму, которую хотите закинуть на баланс. Далее вводим платежные данные и все. Деньги на вашем кошельке. Также есть возможность удобно пополнять баланс на казахские аккаунты, благодаря удобному калькулятору, который считает за вас валюту по актуальному курсу. Сервис не требует от вас ввода каких-либо паролей и является безопасной площадкой, которая дарит вам 50 рублей, если вы авторизируетесь через ВК или Telegram. Ну а для постоянных пользователей действует кэшбэк при каждом пополнении. Так чего же ты ждешь? Заходи по ссылке в описании и пополняй баланс выгодно. И обязательно успей использовать мой промокод, ведь действие у него ограничено. Ну что же, друзья, разработчики наконец-таки пролили свет, почему убрали максимальную настройку у детализации текстур на моделях. Если вы помните, в прошлом ролике я об этом упоминал, но разработчики решили не оповещать всех в своем официальном списке изменений. Но в итоге, по словам разработчиков, максимальная настройка совсем чуть-чуть отличалась от высокой, потому что в нее входила фильтрация текстур, у которой сейчас есть свой отдельный пункт. Кстати, у которого тоже было втихаря убрано максимальное значение. А еще все жаловались, что CSGO внутри через жопу сделано. Но да ладно. В текущем обновлении по традиции была улучшена одна из коллекций наклеек, а конкретно Париж 2023 года. Так что на фоне некоторое время будут мелькать данные наклейки. Ну а далее пофиксили баги на следующих картах, и это Inferno, Anubis, Vertigo, Ancient и Mirage. К сожалению, в списке изменений никакой конкретики насчет багов нет, но видимо по причине фиксов карт мы и получили такое увесистое обновление. Ну а далее у нас идет по мелочи. Скорректирована отрисовка контура прицела для дробных значений. Исправили случай, когда при отключении от сервера в матче и подключении обратно к нему вам давали намного меньше опыта. Далее же исправили команду Buy Items из-за появления нового меню закупки в CS2, в котором появилась также и гибкая система. Теперь же вам придется прописывать что-то в этом роде. Buy Rifle и Buy Secondary. Ну и прочее разделение по ячейкам оружия. И тогда консоль сама будет вам предлагать нужное оружие, которое у вас выставлено в меню закупки. Далее же добавили различные улучшения эффектов огня при выстреле с автоматических снайперских винтовок. Ну а также добавили различные улучшения эффектов от попадания по стеклу. Добавили также опцию сортировки для вторичного инвентаря, который связан с нанесением наклеек. Далее исправили ошибку, при которой пользователи из Германии идентифицировались в игре, как будто они из Китая. И на этом список изменений заканчивается. Из скрытого могу лишь сказать, что вернули многие анимации, связанные с окончанием раунда в матче, которые были потеряны с релизом игры. И это дает маленький шанс на то, что, возможно, в ППХ они многое удалили просто в попытке скрыть секретики от любителей поковырять игру, что в итоге рано или поздно все найденное нами появится в игре. Также хочется добавить пару слов о будущем включении демок и CS TV. Это уже не первое обновление, в котором они добавляют новые элементы для этой среды, что возможно скоро нам все это добро вновь подключат. И чуть не забыл, вчера было маленькое обновление, которое показало нам, что разработчики добавили различные сообщения об ошибках, если вы не могли подключиться к серверам игры. И на этом у меня все. Что-то мне подсказывает, что это было не последнее обновление на этой неделе. Но это не точно. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!